Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу поговорить с вами об очень важной теме. Может быть, мало кто затрагивает эту тему, но все же важно знать людям, которые там, тут смотрят разные ритуалы, читают разную литературу, и где уверяют, что можно очень просто и легко обращаться к силам, все получать. Мы уже это проходили. Один такой великий лохотрон был, развалился. Ну так, пока еще крякает, чуть-чуть осталось. И таких лохотронов стало дофига и больше. Особенно после того, как я начала дарить вам ритуалы, очень много выискалось товарищей, которые дарят ритуалы. Но это хорошо, пусть дарят, от меня это ничего не забирает, это их проблема, потому что со временем они становятся скучны, неинтересны, когда люди видят, что однообразные, абсолютно лишенные какого-то смысла ритуальчики. Но суть не в этом, и опасность не в том, что они что-то дарят кому-то. Умная публика у них никогда не будет, у них колхоз собирает всегда. Потому что у таких людей для умной публики просто не хватает, скажем так, интеллекта. Уважаемые люди, как вы думаете, для чего ведьмы тратят немалые суммы на алтарные принадлежности? Если в древние времена, скажем, не было статуи, да, сейчас благодаря мастерам современности можно, например, примерно вам показать, какого типа силы по описанию наших предков, по описанию тех наставников, которые у нас бывают, мы вызываем в жизнь человека, у кого просим помощи, у кого просим наказания и так далее. То есть то, что веками было сокрыто за 7 замками, сейчас примерно можно представить и понять приблизительно, что за зловещие силы бывают вызваны человеком, практикующим магию. И нам помогает в этом, то есть показать вам это все, вот современные мастера, которые изображают, которые на камне, значит, изображают их примерно приблизительное изображение на металле и прочее. Ну, например, да, вот видите, смертная сила, которая вызвана ведьмой и стоит за спиной. Вызов жнеца вообще называется эта композиция. Ну, например, это, скажем, название может быть сразу приходит на ум дьявол, на самом деле не совсем дьявол, темная сила, темная часть хаоса. Ну, называйте его дьяволом, как хотите. Хотя сатана, дьявол — это вообще разные персонажи, которых объединили в Библии. Но в любом случае, тьма. Темная сила хаоса, крылатая сила, рога — это упорство и отличительная черта. Вездесущесть, есть под его ногами мир. То есть мир принадлежит темной силе и хаосу. Драконы, которые называются мифическими персонажами, на самом деле существующие когда-то, некогда создания, которые потом ушли в никуда. В некоторых местах иногда находят то скелеты, то драконоподобные животные, но вообще духи изображались в виде драконов. Это посланники темной силы, они стражники врат и прочее, прочее. Итак, вот приблизительно благодаря мастерам, которые изготавливают для магии различные атрибуты, мы имеем представление о том, как в древние времена описывались эти силы. Вообще силы никак не выглядят. Силы — это такая масса энергии, которая может принимать любой облик. Но здесь изображается тот облик, который чаще всего приходил. Откуда мы узнаем, почему красный цвет, почему зеленый цвет? Я вам уже говорила, что, во-первых, подсознательно нам говорят, нас учат, что лучше. Силы сами говорят, какими словами к ним обращаться. И когда эти слова передаешь людям, начинает срабатывать. То есть
То, что ими передано, ими же услышано и исполнено. Понимаете? Потом, мы не можем 100% утверждать, мы можем делать выводы, исходя из опыта поколений. Например, если мы видим определенный сгусток энергии, вот черный сгусток энергии. Когда я читаю, как пишут, знаете, 100% гарантии, мне смешно. Никто не может сказать, что там, пока туда не уйдет. А тот, кто уходил, не вернулся и не рассказывал. Но то, что приходило древним колдунам во снах, в видениях, то, что оставляли их предки, какие оставляли, значит, наследие, какие оставляли знания их предки или наставники, вот это все, собирая воедино, можно приблизительно понять, что там могло быть. Не 100%, а примерно понять. То есть самая такая часто встречающаяся версия и есть приблизительно уже близкая к правде. Итак, черный сгусток энергии, да? Значит, первым делом что приходит на ум? Черная сила, тьма, плохой знак и прочее. Но это не всегда так. Черный сгусток энергии может быть очень даже просто домовой, который появляется в виде черного сгустка энергии. Черным сгустком энергии может быть и ваш предок, который пришел вас предупредить. Вот он вас напугал, вы выскочили на улицу, а в этот момент замыкало там где-то на крыше, и пожар начался, а вы не знали. И вот он пришел, вас напугал, вы убежали, и он вас спас. Это злая сила? Нет. Согласны? О том, что духи нас слышат, и они нам помогают, и они не всегда злые, плохие. И нацеленность, чтобы людям внушить о том, что потусторонний мир, он самый злой, самый плохой. Вот эти все эпитеты: нечисть, нежить, там, чур меня, уйди, сгинь, там, убирайся и прочее, что мы обижали тысячелетиями, пока мы приняли другие религии, то есть помимо отдельно от своих религий, своих предков. Я об этом уже рассказывал. Мир духов, можете открыть, этих роликов очень много. У меня и там все рассказано. Так вот, мир духов. В отличие от нас, от людей, у мира духов нет эмоций, нет чувств. То, что отличает нас от потустороннего мира, это наши чувства и эмоции. У Вселенной нет эмоций и чувств. Вселенная дарит тебе не потому, что ты хороший или плохой, а потому что ты живешь по определенным правилам. Если ты эти правила не нарушаешь, Вселенная тебе дает. Если тебе говорят об этих правилах, и ты их соблюдаешь, Вселенная тебе дает. Вот наша роль, вообще роль ведьм, колдунов, роль практиков, практикующих людей, приучить человека к этим нормам, то есть приблизить его хотя бы приблизительно к законам мироздания. Если он узнает эти законы мироздания и будет жить по ним, то он всегда будет в выигрыше. Теперь, кем бы ни был тот человек, который вас предупреждает, который вам говорит, который вам советует, и вы понимаете, что у этого человека, скажем, есть видение всего этого, да, он видит больше, чем обычный человек. Это может быть обычный таролог, то есть человек, который хорошо смотрит на таро, причем не обучали его, а он сам знает с детства. Это может быть человек, который смотрит на картах. Вот нравится человеку смотреть на картах, различных картах. Карты ему поддаются, слушаются. Это может быть ведьма, это может быть шаман, это может быть знахарь. То есть человек, которому с потустороннего мира дано много информации, и ему дано заодно и знать законы мироздания. Вот именно поэтому, дорогие друзья, шаманы, ведьмы, знахари, колдуны и так далее, хоть у них и тяжкая судьба, и трудности, и очень много обязанностей, и очень много вокруг них зависти, зла и прочее, невзирая ни на что, они всегда под защитой, они всегда удачливые люди, они всегда зажиточные люди, поэтому, и так далее, и так далее. Вот почему так происходит, да? Казалось бы, это такой тяжкий крест, что не каждый простой человек мог бы это тащить на себе. А происходит потому, что этот человек знает законы мироздания, их соблюдает. И пытается вас к этому приучить. То есть вы идете, да, человек говорит: принесете это, сделайте так, обмотайте там, оставите, то скажете, так расплатитесь и так далее. И вы это, когда делаете это все,
через некоторое время замечаете, что у вас перемены пошли. Человек вас предупреждает, ну, например, если я снимаю такую-то порчу, да, вы год не должны из дома отдать соль. Знаете, такое есть. Или отдать хлеб. Зачем он говорит? Почему он говорит это? Знает он один. Вот почему многие люди, да, скажем, не спрашивают, не задают лишних вопросов таким людям, потому что они знают, он знает, что говорит, как правило. Мы не знаем, почему он говорит. Может, это звучит абсурдно, может, это непонятно для нас. Но если он говорит, это надо делать. Это надо делать, потому что он знает, почему это так надо делать. Если вы это соблюдаете, вы действительно выигрываете в этом, скажем, в этом положении. У вас действительно получается. В Африке, когда приходят к духам Вуду или к духам предков, или вообще к духам мироздания, там разных стихий, люди бедные иногда покупают коров, приводят и жертвуют. Они этой кровью там мажут этот алтарь, что-то начитывают, какой-то транс в ходе, что-то делают. Но через некоторое время они получают то, что хотят. Кто-то хочет стать депутатом, приходит к шаману, тот ему говорит, там, иди купи на рынке там череп такой-то, принеси это-то, редкие вещи. Он находит все, приносит, оставляет. Через некоторое время он действительно избирается. Либо у людей нет ребенка, да, но они живут так среднее, скажем, не богато, но люди хотят испытать радость материнства, отцовства. Они идут к жрецу или к шаману, к колдуну. Он объясняет, что им надо найти, принести. Да, для них это накладно, но они идут, покупают эту корову, приносят и жертвуют. И много таких случаев, когда абсолютно бездетная пара, значит, у них рождался ребенок, через некоторое время они хотели еще одного ребенка, снова несут корову, еще что-то, что нужно для этого обряда, ритуала. И снова жена беременеет и рожает ребенка. Так вот, африканцы, вообще колдуны Африки, говорят, духи щедры тем, кто сам щедрый. Поэтому, дорогие друзья, вы уж не думайте, что нам от нефиг делать, просто хочется покупать, там ставить алтари просто так. Если бы действительно можно было бы обойтись одной свечой, какой-то бусинкой, чем-то еще, поверьте мне, что я первый человек, который за. Конечно, если я попаду на необитаемый остров, я могу колдовать абсолютно без ничего, просто на песке. Водой, воздухом, небом или какими-то заклинаниями, словами, просьбами к духам. Но это все покупается не для того, чтобы только ими колдовать, и в них моя сила, как у Самсона, да, сила в волосах. Нет, дорогие друзья, просто духи не любят людей скупых. Если вы изначально настроены ничего не тратить на них, а просто просить, только хотеть, они вам ничего не дадут. Я почему изначально, когда с вами общалась, когда вас приучила к фортуне, к духам денег и так далее, почему я вам говорила, дорогие друзья, делайте алтарь, ставьте туда золотые украшения ваши, поставьте, купите для нее камни красивые, купите для нее там какие-то дорогие благовония, красивую чашу, какие-то сделайте там, то есть найдите из камня какие-то красивые эти, как там их называть, чашечки или там для благовония, ставки, да, и так далее. Для чего это нужно? Вы понимаете, вы создаете виртуальную реальность богатства. Вы окружаете роскошью ее полностью. Ложите под статуэтку доллар или деньги, рядом ложите монеты, рядом камни натуральные, серебро, золото и так далее. Вы создаете такой антураж богатства. То есть вы создаете, вы показываете этому божеству, что вы хотите в жизни. Вы окружаете себя вот всем этим. Вы виртуально себя окружаете, не ее, ей это не нужно. У богини есть все. Но вы жертвуете ей, показывая, что вы готовы на многое ради того, чтобы она вам дала. И она вам с лихвой платит. Человек, который экономит на духах, ему ничего не будет дано. Сейчас кто-нибудь скажет, тебе легко сказать, может, у кого-то денег нет. Согласна. Но изначально, когда у тебя нет денег, ты просишь деньги, они тебе дают. За эти деньги вот 10% возьми и отдай им обратно. Купи ей что-нибудь красивое. Они тебе еще дадут.
Ты оттуда бери какую-то сумму, купи еще, и ты посмотришь, как твое богатство или имущество, или твои вот эти долги исчезнут, и ты начнешь более нормальную жизнь вести. Твое дело будет благословлено. А когда благословляет тебя сама судьба, я думаю, что объяснять не нужно, что у тебя будет впереди. Правда? У тебя будет впереди удача, у тебя впереди будет фарт. Тебя будут вести на каждом шагу. Ты можешь найти ключ к сердцу любого человека, потому что всем этим правит сама судьба. А если судьбе ты нравишься, если ты баловень судьбы, если ты любимчик судьбы, то у тебя проблем не будет ни с чем и ни с кем. Так вот, чтобы до этого достичь, надо думать, что духи просто так не пашут. У них нет эмоций, они вас не любят и не ненавидят. Они выполняют, понимаете, помните, я раб лампы. Вот они рабы или слуги Вселенной. Они сами не решают, ты хороший или плохой. Если ты делаешь правильные вещи, и Вселенная тебя принимает, через Вселенную приходят они к тебе на помощь. Если ты живешь неправильно, если ты не соблюдаешь законы Вселенной, ты можешь жертвовать, ты можешь годами любить мужчину, ты можешь терпеть побои, ты можешь все, что на свете... У нас любят же обычно люди корчить из себя жертв, потом плакать. Я хорошая, меня били, издевались и так далее, и так далее. Но ты нарушаешь закон Вселенной, самый главный закон Вселенной – люби себя. Если ты не любишь себя, если ты себя не жалеешь, не уважаешь, то Вселенная тебе ничего не дает. Какой бы ты жертвой ни была, какая бы ты святая ни была, бесполезно это все. Ты все равно будешь жертвой, и один мужик у тебя будет такой, и второй, и третий, и пятый. Ты постоянно будешь одно и то же повторять, потому что Вселенная тебя учит любить себя. Вот ты себя полюбила. Ты понимаешь, что тебе для того, чтобы работать силами, с которыми ты можешь работать, это касается простого человека и практика. У практика свои там, значит, своя сторона затрат, у простого человека своя сторона. Если тебе фортуна дает, если она тебя выводит из кризиса, то ты не должна забывать о фортуне. Ты не должна забывать, кому ты обязана. Ты должна это вернуть. Ты должна сделать что-то хорошее. Просто так ничего не делая духом, человек ничего не получит, потому что они бесплатно не работают. Поэтому, если ты изначально настроен на то, что я бедный, несчастный, мне нужны те ритуалы, где ничего не надо тратить, просто одну свечу или один кусок хлеба надо, или чего-нибудь, вот доступные мне, это мне недоступно, это я не хочу. Кстати говоря, мои ритуалы изначально, которые я даю для людей, у которых тяжелое положение, я говорю, вам можно и так сделать, и без алтаря, и особо ничего не ложить, но потом, я говорю, потом, когда она начнет вам помогать, начните вы обратно отдавать ей то добро, что она вам давала, и она еще больше вам даст. Потому что, знаете, да не оскудеет рука дающего. И это действительно так, я вас уверяю. Когда ты последние деньги берешь и идешь и покупаешь что-то, вы знаете, я фортуну приобрела, еще раз напомню, я возвращалась домой, и вот где Киевский вокзал, в общем, где-то там была такая лавочка, статуи. Я увидела фортуну, их было две. Одна была чуть поменьше, другая побольше. И я подумала, возьму поменьше, у меня как раз с собой денег уже и не было. Мне хватало на поездку и все. Я хотела на такси поехать. Но мне такое вот что-то такое пришло, как крик оттуда, знаешь, возьми меня. Я так сопоставила, я говорю, ну хорошо, дайте, пожалуйста, мне большую статуэтку. Я взяла ее, именно ее, и приехала не на такси, а на метро, потому что мне не хватило. И вы знаете, вот эта статуэтка, она самая, которая мне перетянула все эти статуи, которые вы видите. Так вот, если ты не жалеешь, поверь мне, что как бы тебе ни было сегодня тяжело, завтра они тебе отдадут. Всегда потраченные деньги на магию, на магические предметы, атрибуты, на что угодно, еще раз говорю, для практиков свое, для обычного человека свое, в любом случае, эта трата возвращается за короткое время. Потому что богам не нужны ваши деньги и имущество. Им нужно видеть вашу решимость. Насколько вы решимы, насколько вы хотите. Если вы заметили, в древних легендах, сказках, сказаниях все усложняется. Например, для того, чтобы
жениться на принцессе, нужно было сначала ее освободить от дракона, потом там найти какой-то цветок, который рос на 7 горах, и туда дорога была опасная, там были то волки, то змеи. То есть о чем говорит человеческая мудрость, многовековая, тысячелетняя? Она говорит о том, что ничего просто так тебе не дается. Если ты стремишься к чему-то просто так, за малую плату, за бесплатно, то ты это не заслужил, а значит, ты это не получишь. Или получишь, но плату с тебя возьмут в 10 раз больше. Так вот, если вы экономите на духов, если вы бегаете за более такими незатратными ритуалами, я вам хочу сказать, что вы будете платить своим здоровьем. Вот самыми страшными способами будете платить. И слепотой, и какими только болезнями вы не заплатите. Почему? Потому что эти силы, которые вам дали сейчас, они ждут отдачи. А вас никто не учит там отдавать. Вам говорят, мы вам создаем самый хороший доступный ритуал, не то, что некоторые, что вам надо камень купить, что вам надо там, я не знаю, значит, деньги разменять, доллары, что вам нужно золото положить, что вам нужно ткань красивую постелить, что вам нужно благовоние ставить и просить и там и кофе и прочее, прочее. Зачем? Мы можем предложить вам самый легкий вариант, самые простые ерундовые варианты. И тем более вам тратить не надо. И все там, ура, мы же все бедные, несчастные, нищие. Давайте вот так и сделаем. Так вот, ваше подсознание, которое все время говорит, я нищая, я бедная, у меня нету денег, я не смогу, там хороший ритуал, я лучше сделаю, который подоступнее, вот свечу поставили, или там фото там взяли и сверху, я не знаю, что там прилепили, какой-нибудь кусок хлеба и начитали что-то там, не знаю чего. То есть, если ваше сознание настроено на нищету, на то, чтобы вы мало отдали, чтобы вам было доступно, лишь бы не затратно, то, поверьте мне, с таким нищим мышлением вы никакой фарт, ничего не привлечете в вашу жизнь. Вы должны свое мышление расширять. Вы должны думать о том, что я завтра могу фортуне подарить. Я подарила это, что я могу завтра духом отдать, взамен на то, что они мне дали там дом. Они мне помогли иметь дом, они мне помогли здесь это, то. Для чего платят вообще ведьмам и колдунам? За то, чтобы расплатиться с этим потусторонним миром. А те, в свою очередь, какую-то часть отдают плату духам. Дорогие люди, каждый месяц я по нескольку раз ездю, скажем, в определенные магазины, сейчас уже и по интернету заказываю, по-разному, и беру атрибуты магии. Я расплачиваюсь, я в эту общую копилку магии отдаю деньги. И, может быть, кто-то предпочел бы, знаете, накопить и купить себе машину. А я иду каждый месяц, и вот примерно почти вот такую же немалой, скажем, суммы отдаю, потому что эти все работы мастеров, они все уникальные, редкие, их мало, очень мало. Несколько штук привозят за несколько лет. И, естественно, они стоят немало. И кто-то может подумать, а на кой черт, возьми себе, купи то, купи это, купи не знаю что. А вы знаете, что я вам скажу? Вот я их приобретаю, а они мне дают все то, что я хочу абсолютно даром. Вот можно свой мозг настроить так. Я за эту сумму лучше куплю кольцо, я за эту сумму куплю, не знаю, там шубу, я за эту сумму... Зачем мне покупать вот такие как бы атрибуты, если я могу накопить и купить это, купить то? Так вот, я покупаю атрибуты, а все остальное мне просто так дарят. Вот просто хотят и дарят люди. Никому ничего не говорю. Они сами, мы хотим вам подарок сделать. Я говорю, вы знаете, может, не надо, не обязательно. Нет, хочу. Хорошо, сделайте. Вот мы встречаемся, и они мне кольцо дарят. Знаете, то кольцо, которое намного раз дороже, чем это атрибуты. О чем это говорит? Это говорит о том, что силы видят твою щедрость, друг мой. Они видят, что ты на них не жалеешь, и они не жалеют на тебя. На тебе. То есть человек, который считает, что надо бы экономить на силы, и надо бы искать такие
малозатратный ритуал, где не надо покупать. Я на самом деле даю такие ритуалы, где не нужно летать на Луну, где есть доступные вещи. В конце концов, я думаю, что чернослив или изюм вы можете достать. И виноградный сок тоже продается. Да, самый дорогой 120 рублей в Москве. Самый простой можно купить за 30-40. В конце концов, если вы хотите получить определенную сумму денег, вы можете там 100 рублей потратить на этот ритуал. Можете? Правильно? Можете. Так вот, понимаете, как боги и силы, первородные, древние силы, дают тому человеку, который в свою очередь щедрый к другим. Который в свою очередь щедрый к другим. Если я вам сейчас скажу, что мы с бывшей женой моего мужа дружны, вы поверите мне, что я ей отправляю подарки, она мне. Вы мне поверите? Может, и не поверите, потому что редко бывают такие отношения. Но у нас такие отношения, и создала их я. Потому что я хочу, чтобы эта женщина, ну, пускай они развелись, что они там делали, это их личное дело, я не имею права лезть и обсуждать это все. У них была своя жизнь, у нас сейчас своя жизнь. В любом случае, я хочу, чтобы эта женщина не горевала. Я хочу как-то сделать, компенсировать, может быть, это. Хотя я здесь вообще ни при чем, но в любом случае. Я могу это не делать, правда? Но я это делаю. Когда я делаю так, чтобы другому человеку не было больно, Вселенная это видит. Я могла бы в наглую абсолютно ничего, ни капли, ни жалости, ничего. Мне это не надо. Но я ей отправляю свои книги. Я ей отправляю подарки. Она мне отправляет. Она мне вот отправила с черным камнем очень красивое кольцо. Спасибо ей. Так понимаете как? Если я не хочу построить свое счастье на чужой боли, значит, Вселенная будет щедра ко мне. Она будет мне помогать в трудную минуту, потому что я-то не была подлой с другим человеком. Если я хожу где-нибудь в кафе, в ресторане, я всегда оставляю чаевые. Потому что отдай, и тебе придет. Поверьте мне, люди дорогие, это так. Оставьте таксисту, он тоже целые сутки за рулем, чтобы заработать на семью. По мере возможности, я вам не говорю, миллионы там тратите тут, но по мере возможности как можно больше оставляйте Вселенной. Это возвращается в 100, в 50 раз больше. Я вас уверяю. Когда ты, понимаете, когда ты хочешь что-то хорошее сделать для того человека, почему я говорю, воспитанно себя ведите? Не потому, что кого-то вы боитесь или нет. Нет, когда вы создаете вокруг себя положительные эмоции о себе, то Вселенная вас благословляет. Когда вы выходите с такси, вы оставляете 100 рублей ему лишних, потому что человеку семью надо кормить, ему не так уж легко даются эти деньги. И он с приятной душой тебя отпускает, он о тебе хорошо думает. От него пошла огромная сила вот положительной энергии в твою сторону. И у тебя в этот день обязательно дело получится. Потому что ты зарядилась энергией благодарности. Понимаете? И это точно так же, это точно так же в случае с силами. Если вы ищете там, где дешевле, где удобнее, я имею в виду, что вот есть же столько ритуалов разных, и если вам ничего тратить не надо, ничего покупать не нужно, ничего не надо делать, всего лишь достаточно вот это вот поставить и сделать, это не может быть настоящий ритуал. Вы обязательно будете платить здоровьем, вы обязательно расплатитесь намного больше, потому что силы не любят, когда их используют и манипулируют. Вы знаете, когда я, например, вот уставшая, неохота, я, завтра пойду, завтра отдам, завтра принесу там откуп, поставлю, устала, ничего страшного. Ты их не обманешь. Я обязательно что-нибудь потеряю. Я помню один раз, что я вышла купить водку, принести, налить везде, оставить на алтаре. И обленилась что-то. Вышла там, походила по делам, забыла. Уже обратно не вернулась. Думаю, да ладно, завтра я им оставлю, ничего страшного не случится. На следующий день я, когда поехала по делам, я забыла в метро свои норковые перчатки.
И мне было так жалко их, потому что эти перчатки действительно редкие. Я прям дорожила ими. Я их потеряла. Они мне сказали: завтра, ну вот и получай. И таких случаев было не раз и не два. Когда мне было лень, или я думала, ну, пронесет, и обязательно что-то случалось. Они у меня брали откуп. 1000000% всегда и намного дороже. Но случалось и то, что я, экономив на себе, ездила, покупала алтарные принадлежности. На следующий день женщина меня уж что поразила. Я хотела себе приобрести кое-что из украшений. Я подумала, ладно, я сегодня поеду, пока возьму, а потом это. Не хотела слишком прям уж везде так, и туда, и сюда. Я поехала, взяла алтарные статуи. Насколько помню, я взяла, сейчас скажу, где она у меня. Ой, да, стража. Возвращаюсь обратно. Со мной созваниваются. На следующий день приезжает человек. У нее с дочерью были очень такие проблемы нехорошие. Вот, потом она попала в больницу, лечилась долго от разных всяких вещей. И она: можно я к вам приеду? Я говорю: конечно, приезжайте. Мне, если есть время, я могу принять. Человек приехала. Вы знаете, что она привезла? Вот это кольцо. Меня это поразило. Она сказала: я в тот день вас видела, вы ходили, смотрели, вот, высматривали. Потом я подошла к девушке и говорю: а какое кольцо она мерила? Она мне показала. Я, говорит, купила и привезла. Ну, вот и все. А ведь я что подумала? Если бы я в тот момент, например, купила это кольцо, да, я не думаю, что они бы меня наказали, но они бы, может, где-то обиделись бы на меня, что я предпочла украшение алтарным принадлежностям. Так вот, мысль моя идет к тому, что если ты жалеешь, если ты изначально настраиваешься на то, что мне нужны такие ритуалы, где ничего покупать не надо, ничем расплачиваться не надо, ничего оставлять там возле деревьев или на перекрестке не нужно, ничего не нужно покупать, отдавать, ничего не нужно спускать, раздавать, если там есть такие ритуалы даже, которые ты спускаешь, оставляешь, чтобы забрали. Если вы ищете нищенские ритуалы, ритуалы для нищих, несчастных, бедных людей, у которых нет ни копейки и не хочется тратиться, поверьте мне, ваше сознание и ваша жизнь всю жизнь будут нищими. Но если вы сделали ритуал, и вам этот ритуал дал то, что вы хотите, и вы тут же подумали: а теперь я хочу алтарь сделать ее, я хочу фортуну взять, я хочу еще ближе ее узнать. Вы ее купили. Через некоторое время она вам начала помогать еще больше. И вы подумали: а теперь я хочу натуральные камни и купить, и подарить. Вы купили и подарили. Она вам еще помогла. Она помогла повысить вам зарплату. Ваши враги от вас ушли. Открылась такая безопасная зона вокруг вас. Вы уже чувствуете себя хозяйкой положения. Вы ей приносите серебряные украшения, вы ей наливаете водку, вы ей купили красивый кубок, вы взяли, купили дорогие благовония, вы поставили там для этих благовоний эти, как там их называют, я уже забыла. То есть, понимаете, дорогие друзья, если ты настроен прийти, попросить, получить и далее отдать духом, отдать, поблагодарить, они будут вам помогать, они будут вам дарить, давать всю вашу жизнь. Но если вы пришли с намерением: мне бы что-нибудь такое, чтобы ничего не потратить, чтобы ничего не сделать, ведь вам никто не говорит изначально: идите, купите там ухо, не знаю, этой гиеновой собаки, хвост слона. Нет, вам же не говорят такие сложные, ужасающие вещи. Вам говорят самые простые вещи: красную нить и так далее. Но вам говорят всегда: если у вас получится, отблагодарите эти силы. Если у вас получится, сделайте что-нибудь хорошее взамен им, чтобы они поняли, что вы цените, что вы не потребитель. Вот ты мне отдала, все, до свидания. Я еще дай мне, давай еще. Понимаете, не настраивайтесь на нищету и бедность. Не настраивайтесь на то, что вы бедный, несчастный человек, поэтому вам должны дать просто так, во-первых, и во-вторых, вам нужен такой ритуал, чтобы никогда не тратиться. А если вам что-то дали,
то мне бы еще раз надо дать, ну я бедная, я ничего отдать не смогу. С таким настроем у вас ничего не будет. Магия, она в основном нацелена на благополучие. И человек, который говорит о благополучии, должен сам быть примером этого благополучия. Тот, который говорит о благополучии, но сам не имеет ни алтаря, ничего, и говорит о том, что силы дают деньги, богатство, силы дают славу, но при всем этом славы там не видишь, то о каком благополучии может идти речь? Это говорит о том, что духи этого человека-то не благословляют, а тебе уж тем паче. Я помню, что приезжала к нам из Еревана одна женщина к моей бабушке. Ну, это не именно на прием, просто приехала в гости с нашими родственниками, с дядей моей и так далее. И она там говорила, что какие-то ритуалы делает, что-то там такое. В общем, у нее доисторические были вещи на себе. И она сказала, ритуалами можно богатство себе наколдовать. Моя бабушка посмеялась и говорит, а чё ж ты себе-то не наколдовала богатство, раз ты ритуалами можешь наколдовать? И вот это у меня осталось в памяти на всю жизнь. Мне, наверное, тогда было 12 лет, что ли, я сейчас не помню. Действительно, если ты говоришь наколдовать, ты себе-то зачем не наколдовала? Вот в чем вопрос, понимаете? Расширьте свое сознание и нацельтесь на то, что вы должны отдать силам, чтобы силы вам вернули. Все те, кто делал ритуалы, и все те, которые, получая пользу и результат от этих ритуалов, начали сами отдавать духам взамен, благодарить и оставлять им что-нибудь, они еще дальше продвинулись, им еще больше дали. А те, которые мне бы чуть-чуть, мне бы сэкономить, мне бы только свечу, а у вас нету ритуала, чтобы ничего не надо было ни купить, ни поставить, эти люди нацелены изначально на нищету, на безысходность, на то, что им нечего отдавать, у них ничего нету и так далее. И у них не будет этого всего. Помните, сказка была, по-моему, про злого домового, что ли, я не помню. Мама просит у вас сахар, и он на зло отдал соль. Мама просит у вас варенье, он там кислое варенье им отдал. Еще чего-то. И в конце приходит, у вас сегодня день рождения, мама вам пекла торт. Вот. Напекла торт с солью и кислым вареньем. Потому что то, что ты дашь, то тебе и вернут, собственно говоря. Понимаете, дорогие друзья? Поэтому задумайтесь. Духи любят щедрых людей. Обычных людей они не жалуют. Читала историю когда-то, что у одной женщины не было детей. Она пошла к колдуне. Та ей сказала, что у нее родится двойня через 2 года, но когда им будет 18 лет, на какой-то великий праздник они погибнут. Через 2 года женщина родила 2 детей. Она была очень богатая. Когда родила, естественно, ее беспокойство увеличилось. Она вернулась обратно, начала молить, просить, как-нибудь нашептать. Та сказала, что невозможно никак спасти, потому что у нее стоит запрет. Единственный выход, она сказала, если ты сделаешь много добра, сделай добро, и пусть силы тебе помогут, пусть они видят твою щедрость. Так вот, эта женщина продала один из своих самых богатых домов, раздала нищим, открыла богадельни, открыла больницы, начала помогать бедным людям. И действительно, когда ее сыновьям исполнилось 18 лет, на большой праздник лодка перевернулась, и вся молодежь, которая там сидела, утонули, кроме ее сыновей. То есть о чем это говорит? Отдай, и тебе вернут. Если ты на это экономишь, если ты ищешь что-нибудь такое, чтобы ничего не отдать, так тебе тоже не отдадут ничего. Если ты ничего не даешь, и тебе не дадут. Есть энергообмен во Вселенной, и никто это не отменял. А все остальное просто замануха и обдуривание голов. Потому что человек, знающий магию, прекрасно знает, что без жертв здесь не обходится. Либо жертвуют деньги, камни, там, водку и какие-то еще, не знаю, ингредиенты.
либо жертвуй здоровьем. Либо они сами возьмут, сколько захотят, но уже эту цену никто не определит. Вот и все. Истина проста, ясна, и для тех людей, которые умеют понимать, очень понятно. Всем удачи!